Добрый день! Сегодня мы продолжаем нашу школу жизни, и тема сегодняшнего урока – это анатомия чувств. Как известно, у каждого человека возникают в течение дня какие-то чувства, и по этим чувствам мы можем понять, счастливы мы или несчастливы в течение дня. Поэтому рассмотрим более детально, почему оно так происходит. Как известно, что у нас в каждого внутри возникают природные чувства. То есть я разделяю их на две части. Природные чувства и логические чувства, которые сделаны там головой. Природные чувства – это чувства, которые нам даны от природы. То есть это радость, доброта, восторженность. Есть также плохие чувства, такие как страх, злость, депрессия. Мы больше, наверное, рассмотрим сегодня положительные природные чувства, потому что если возникает у нас страх, злость, депрессия, то о каком развитии может идти речь? То есть нужно физически устранять эти все моменты для того, чтобы человек смог быть счастливым. Данная схема будет отображать именно жизнь человека в обычное время, то есть когда он нормально работает, нормально разговаривает, у него есть друзья, но есть какие-то моменты именно по жизни, которые он хотел бы улучшить, то есть развиться. Поэтому природные чувства, то есть идет стандартное. Есть логические чувства производные эго. Я их считаю плохими чувствами, потому что они отравляют нашу жизнь. Вот, к примеру, да, то есть ревность, то есть у нас она не дает развиваться. То есть, если, например, человек встречается с другим человеком, он начинает ревновать, ревность, собственничество, то есть то человек ограничивает, туда не ходи, то не делай, и возникает момент, что человека просто ущемляют, запрещают что-то делать, а это не дает именно развития, быть уникальным, индивидуальным. Потом обида, да, когда человек постоянно думает об обиде, он говорит, меня ж обидели. Он тратит на это силы, тратит как это пережить, что его обидели, всем рассказывают. Наступили, например, где-то ему в общественном транспорте на ногу, он целый день помнит за это. И поэтому он вместо того, чтобы замечать прекрасные вещи и радоваться жизни, он целый день злится, нервничает и думает, как плохо с ним поступили. Зависть это вообще такое чувство, которое, то есть, отравляет нашу жизнь в плане того, что не дает осуществляться мечтам. Если в кого-то есть машина, а человека нету машины, он с точки зрения эго, как это так, я такой хороший, и у человека есть машина, а у меня ее нет, он начинает завидовать. А когда он завидует, у него автоматически перекрываются все возможности вообще получить эту машину. Гордыня тоже страшная вещь, потому что обычно люди, если, например, поссорятся с кем-то, вот как, например, поссорились родственники между собой, да, и каждый не хочет первый уступить или сделать шаг навстречу. То есть, возможно, еще в будущем было бы очень много красивых положительных моментов, которые могли принести много радости им и их детям, но из-за того, что люди не могут побороть свою гордыню, возникают такие вот моменты. Даже в большинстве случаев там тратятся силы на всякую месть, чтобы там отомстить или привести, что я лучше или кто-то другой. Власть тоже тратится силы на ложь. То есть человеку для того, чтобы иметь власть, нужно много-много врать. И власть получается как цель самой жизни, самого существования. Но эти все направлены моменты для служения себе. То есть это эго. Это в первую очередь эго. Теперь рассмотрим более хорошие чувства. Я еще выделяюсь, то есть эти чувства, то есть они, получается, есть природные чувства, а есть чувства, которые родились в голове. Но есть также симбиоз, то есть, например, чувства, которые возникают в сердце, голова это понимает и может усиливать. Например, я такие еще выделяю отдельные чувства, как природное, усиленное умом. Это на самом деле такие замечательные чувства, то есть можно назвать это любовь, то есть влюбленность, да, когда человек влюбился, и он
не боится обжечься. То есть только тот человек может действительно искренне и сильно полюбить, который не боится разбиться о своей любви, так сказать. То есть не боится, что его он обожжется, что его обидят. И он тогда сможет любить. И человек умом это понимая, начинает как бы резонировать на своей второй половинке, усиливать, да, вот стараться сделать что-то приятное. Когда тебе сделали приятно, ты еще в ответ делаешь приятное. То есть любовь усиливается все больше и больше. То есть это как бы ну, действия, сделанные головой, умом, да, для того, чтобы усилить чувства. Следующая категория это усиление ощущения прекрасного. Например, да, вот это как создавать музыку. Например, человек знает, ну то есть ему нравится музыка, он слушает музыку. И когда, вот, допустим, он играет на гитаре, создает эту музыку, то есть он понимает, что вот эта струна, вот если еще вот эту ноту добавить, это будет просто идеальное произведение. То есть он чувствует такт прекрасного и старается этот такт прекрасного приумножить, увеличить. То есть он усиливая, то есть логически головой, чувствуя, что получаются очень прекрасные вещи, старается их еще умножить, и это исходит все из головы. Ну и самая прекрасная вещь это унисон с окружающим. Когда, например, человек, к примеру, ухаживает за деревьями, он чувствует то, как деревья к нему, ну то есть обратную связь с деревьями. Например, та же самая обрезка весенняя от деревьев, казалось бы, да, она показывает, что деревья просто поют, они, то есть сам человек, который это делает, работает, он видит, что его труды, что дерево это принимает, и он будет давать более сильные, более яркие плоды. Там, когда человек чувствует природу и старается идти с ней в унисон, в такт, в резонанс, тогда получаются очень большие, ну, большие чувства, сильно переполняющие, такие как любовь. Делать безвозмездно добро, это тоже как бы такая вот вещь, которая приносит очень большое счастье и радость, то есть, например, да, вот удовлетворенности. Теперь рассмотрим, как у нас все происходит. То есть у нас есть чувство, это ощущение. То есть мы ощущаем чувства. Есть логические чувства ощущаем, природные чувства ощущаем. Если, допустим, у нас возникает где-то внутри, сначала возникают внутри чувства, потом под этими чувствами формируются мысли, и потом мы уже начинаем что-то делать. То есть чувства рождают делание. Я выделил две отдельных делания, потому что производные от природных чувств можно именно усилить их, и это уже будет делание. Вот, к примеру, да, допустим, природные чувства, там, любование природой, путешествия, то есть это мы его ощущаем. То есть мы любуемся природой, мы кушаем кулинарные шедевры, нам приносят они невероятную радость, там, слушаем музыку, мы общаемся с друзьями, мы находимся в какой-то атмосфере, мы ходим в театры, то есть мы что-то ощущаем, и нам приносит это большой спектр красивых чувств. А если мы уже делаем их, то это уже более сильная категория чувств. Теперь посмотрим, что у нас получается, если рассмотреть в течение дня. К примеру, возьмем, что мы утром проснулись в 7 часов утра. В 23:00 мы легли спать. То есть за этот промежуток времени что-то у нас в течение дня происходило. Мы где-то ходили, с кем-то разговаривали, что-то делали. К примеру, да, то есть мы пошли, сели на общественный транспорт, едем на работу. Нам кто-то наступил на ногу. Если человек, например, обижается и дальше, например, у него очень большое эго, и человек начинает обижаться на это, то у него целый день будут вот эти шарики, то есть у него даже спектр вверх не будет выходить. Это зависит от мировоззрения, насколько у человека мировоззрение, то есть насколько высокое эго. То есть я считаю, что чем больше эго у человека, тем меньше счастлив он по жизни. То есть ему наступили на ногу, он, допустим, там с 9 утра там до 11 утра он пронервничал из-за этого, он всем рассказывал, он говорил, что какие плохие люди ему наступили на ногу, ему такому хорошему, такому классному.
Если человек все-таки как бы, да, вот случилось такое, он отпустил ситуацию, начал там чем-то заниматься другим, например, там решил заняться своим хобби. То есть у него хобби дает тоже какой-то плюс по счастью. То есть, к примеру, да, наступили на ногу, это, допустим, у нас здесь там будет 10% счастья всего лишь. То есть тут больше не сколько счастья придет, а сколько мы можем недополучить его. А здесь, допустим, при этой ситуации, что человек занялся хобби, он получил там 80% счастья. Да, у него что-то не получалось, например, но в основном его результаты работы ему нравились. Или, допустим, он сел где-то в парке, сидел, и солнышко выходило, прошел дождик, была замечательная погода. Или с кем-то поговорил, познакомился в обед, пообщался. То есть это дает вот эти положительные, позитивные моменты. Если бы, например, человек думал все время о том, как бы ему наступили на ногу, то вот таких бы моментов, которые здесь, вот там, полюбование природой, пообщение с кем-то другим, их бы просто не было. То есть потому что время было бы занято на затрачивание вот этих ресурсов. Да. А в дальнейшем есть более сильная категория, это делание, например, влюбиться. Если человек влюбился, то есть ему дается там чуть ли, чем сильнее он влюбился, чем меньше он боится о том, что его обидят, тем сильнее он влюбляется. Чем сильнее он влюбляется, тем больше он получает счастье. То есть 200%. То есть смысл этой диаграммы в том, что за целый день мы набираем какой-то процент счастья. И вывод такой, что все чувства, производные эго, если участвуют в течение дня здесь, то они дают не более 50% счастья. То есть человек, если полностью занимался, то есть если полностью были у него преобладающие чувства эго, а не природные чувства и усиленные природные чувства головой, то у него в течение дня получается там 40% счастья всего лишь. Он чувствует себя несчастливым человеком. Но если, допустим, у него были замечательные моменты, то он в течение дня говорит: ой, хороший день прошел, я хочу еще такой, у меня 72% счастья. А если, допустим, у него он может что-то более серьезное, то есть чувствовал природу, создавал музыку, то есть вот это делание, это больше, наверное, уже зависит от мудрого человека, от, можно так сказать, уже зрелого человека в плане личностного роста. И вот если человек чем зрелее в личностном росте, тем больше у него счастья. Даже если возникают вот здесь такие моменты, наступили ему на ногу, но, допустим, у него то, что он там влюбленный, это ничто. И вот это все полностью перекрывается этим процентовкой, тот, который получаем за положительные моменты. Да, еще оговорюсь, такие важные моменты, два важных момента говорю. Это то, что первое, любые логические чувства, ревности, обиды, зависти, они формируют у человека мировоззрение. То есть мировоззрение формируется по поводу прошедшего опыта. То есть если человек, да, встретился с девушкой, встречался, его обидели, он обиделся, они расстались, он построил себе забор. И в этом заборе он говорит: я никогда больше не доверюсь девушке и не влюблюсь. И в следующий раз, когда он влюбится в девушку, у него будет слабенькая любовь, только на ранних этапах. И потом он опять же логикой перекроет себе, что типа я буду ревновать, я не хочу, я буду обижаться, я не хочу. И поэтому он закроет себе возможность влюбиться. Он даже не дойдет до влюбиться. Это будет какая-то искра, проблеск. Самое первое только влюбленность. И все, он дальше себе просто не даст. И таких заборов мы делаем с точки зрения эго себе очень-очень много. И вот эти заборы не позволяют вообще выйти за линию 50% счастья. И вот люди живут всю жизнь и считают, что они живут счастливо. На самом деле они крутятся в этой всей вот такой кутерьме. То есть иногда бывает радость, но она заходит, то есть, например, да, от того процентовки радости, то, что человек себе в голове надумывает, что меня обидели или нужно что-то делать, как ему делают это плохо. Как выход для таких людей это деньги.
То есть человек считает, и тогда у человека формируется в мировоззрение, ага, если я живу несчастливо, если я больше заработаю денег, то я могу пойти себе купить что-то, например, там шоколадку или что-то вкусное, или телефон, или еще что-то. И я буду счастливым человеком. Или блага какие-то купить, там массаж, куда-то поехать отдохнуть, или еще что-то. Человек, получая, допустим, шоколадку, он взял, съел шоколадку, он был счастливым. А потом он снова опять становится несчастливым. Купил он новый iPhone. Да, он поносил этот iPhone, ему понравился максимум 2 дня, ну неделя. И все. Он уже ходит с этим телефоном, он к нему привык, оно ему уже счастья такое не дает. И поэтому деньгами никогда нельзя не насытиться. Материальными счастьями никогда нельзя насытиться. И вот этот обман, гонка за деньгами, человек из-за того, что несчастливый по своей жизни, несчастливый из-за своих чувств эго, постоянно гонится за деньги. И когда приходит конец жизни, то человек понимает или не понимает, а что я всю жизнь бежал, накапливал деньги для того, чтобы покупать айфоны, а потом они просто переставали приносить счастье. И у нас общество такое, что у нас панацея это материальное счастье. Но на самом деле я еще вам такую вещь расскажу. Когда-то давным-давно я разговаривал с старичками и спрашивал, говорю, почему есть некоторые старички злые, а некоторые добрые? И вот я понял, вот злые те старички, это те, у которых было материальное счастье, то есть направленность на материальное счастье. То есть, допустим, человек тогда начинает рассказывать, а вот я в твою молодость, в твое время, у меня и машины были, я и там в должности занимал, и отдыхал каждый день, а сейчас уже у него нету, то есть он уже, у него сексуальная энергия заканчивается, то есть он уже становится стареньким человеком, и те ценности, которые в него были для него ценны в жизни, это материальные части, у него начинают уходить. Мало того, что деньги все равно не насытятся деньгами, так они еще и начинают заканчиваться. Из-за этого люди начинают злые становиться, именно старички. А есть старички, которые шли по нематериальным ценностям. То есть это любовь, взаимопонимание, там, родственники, дети, внуки. Внуки это самое большое счастье. И вот такие старички даже вместе за ручку всегда ходят, держатся, как говорят. Ходили вместе за ручку, и всю жизнь вместе прожили душа в душу. А потому что ценности именно совсем другие. Не от эго, а именно от природных чувств, от любви. Вы же сами посудите, все вот эти чувства, которые я перечислил, если, например, человек проповедует эти чувства, то в семье будет схема 1 плюс 1 равняется единице. Потому что это игра в одни ворота. Каждый будет тянуть на себя для того, чтобы себя удовлетворить по этим всем вопросам. Если, например, человек вообще не будет идти по пути эго, то, возможно, 1 плюс 1 равняется 2,5. Потому что здесь, где эго, это служением себе, где природные чувства, это служением другим. То есть ты заботишься о своих родных, о своих детях, близких, и ты стараешься им помочь, даже когда тебе тяжело. И оно возвращается назад. Как в одноименном мультике было, делай добро, бросай его в воду, добром оно к тебе вернется. И вот самая главная задача у нас для себя в голове понять, что в течение дня у вас были счастливые моменты, еще несчастливые моменты, и для себя определить, есть ли у вас в течение дня вот эти чувства эго. Если есть, постараться их убрать, переделать, переиграть, посидите, подумайте. Поверьте, если вы искорените вот эти все чувства эго у себя внутри, у вас высвободится колоссальная энергия. И у вас будет хватать времени на все, и к вам будут люди добрее относиться, и вы будете всегда любимы. Делайте добро, будьте всегда счастливы. Всего вам хорошего.